Здравствуйте! Рада вас приветствовать на своем канале Уральская кудесница. Меня зовут Ната. И сегодня у меня для вас очередное видео. Сегодня я буду сшить сумочку дамскую, джинсовую. Сразу говорю, идея не моя. Увидела ее на просторах интернета. Адаптировала под нашу русскоязычную аудиторию. Внесла свои дополнения. И мне кажется, моя сумочка получилась лучше. Итак, для сумочки самое главное, это нужна ткань. Я буду делать свою сумку из джинсов. У меня очень много джинсов. И джинсы у меня самые различные расцветки. Второй материал для пошива сумочки у меня фетр. В оригинале я так, честно говоря, и не поняла, что за материал использован. Но я думаю, что можно использовать драп. Но драп должен быть такой, знаете, плотненький, толстенький. Фетр у меня толщиной 3 миллиметра. Дальше мне понадобятся пуговички. Пуговички я показывала на распаковку с Алиэкспресс. Можно обойтись и без пуговичек, как в оригинале. Но я не люблю усложнять себе работу, и я всегда работу упрощаю. Итак, фетр, джинс, пуговички, иголочка с ниткой. Машинка нам здесь не нужна. И наши золотые ручки. Приступаем. Сначала будем делать выкройку. Делать выкройку буду вместе с вами и все покажу. Для выкройки я взяла листок бумаги, циркуль. Выкройка будет состоять всего из 2 шестиугольников. Делаю выкройку первой детали. Для этого мне нужно начертить окружность радиусом 8 сантиметров. Отмеряю 8 сантиметров. Девочки, надо обязательно отметить центр. Центр нам необходим, мы будем его переносить на выкройку. Ставлю циркуль. Черчу окружность. Окружность, как и сказала, диаметр у меня получается 16 сантиметров. Соответственно, радиус, вот эта половинка, у меня 8 сантиметров. Чтобы более понятно было. Затем этот же радиус я откладываю на свои окружности. Делаю вот такие точки. Но это для тех, кто не знает, как делать шестиугольники. У меня здесь получились такие точки. И дальше самым простым образом с помощью линейки я соединяю все эти точки между собой. И в итоге у меня получается шестиугольник, который я и буду использовать как выкройку, как шаблон для пошива своей сумки. Так, центр отмечен. Шестиугольник есть у меня. И теперь мне еще надо дополнительно на каждой стороне сделать центры. Я делаю на глаз, потому что глаз у меня, в принципе, наметан хорошо. Но если вы сомневаетесь, при помощи линейки делите пополам. Но вот видите, у меня здесь 8 и 4 соответственно. То есть с глазомером у меня все в порядке. Эти центры нам надо тоже отметить, потому что на выкройке мы их будем делать. Все. Первая деталь сумки готова. Следующая деталь сумки, это тоже будет гексагон, только маленького размера. И он должен быть в 2 раза меньше, чем этот. Вот здесь, девочки, четкое правило. 2 выкройки. Одна одного размера, а вторая ровно в 2 раза меньше. Из этого получается, что радиус моей второй выкройки будет 4 сантиметра, а диаметр 8. Так, забыла отметить серединку. Надо обязательно отмечать серединку. Мы ее потом будем переносить на выкройки. Итак, сразу делаю, чтобы вам было понятно, через середину провожу линию. Это у меня 8 сантиметров. Здесь 16, здесь 8, в 2 раза меньше. И здесь радиус, которым я чертила эту окружность, 4 сантиметра. Здесь 8, здесь 4. Все. Дальше делаю все то же самое. Можно сразу отложить любую точку и от этой точки в 2 стороны делать насечки, через которые мы проведем линии и получим тот же самый маленький шестигранник.
Все. И теперь на каждой стороне также отмечаем серединки. Еще раз говорю, если у вас не очень хороший глазомер, надо обязательно делать по линейке. У меня глазомер хороший, у меня образование, я чертежник архитектурно-строительного профиля, поэтому, девочки, я делаю все это на глазок, но вот здесь немножечко ошиблась, вижу. Все. Вырежу их из бумаги и буду раскраивать. Конечно, заранее я это все подготовила. Вот такие у меня шаблончики. Вырезала я их из картона и по ним выкраивала. Маленькие шаблоны я буду выкраивать из фетра. Их должно быть 43 штуки. Большие шаблоны я буду выкраивать из джинсы. Их тоже должно быть 43 штуки. Таких 43 и таких 43. Сейчас покажу еще один момент. Когда мы выкраиваем вот такие маленькие шестигранники, мы сначала их, конечно, обводим. И когда мы их обводим, у нас получается еще одна деталь нашей сумки. Таких деталек надо будет 4. Если вы поменяете размеры выкройки, то есть сделаете шестигранники другого размера, то и размер вашей сумки станет другим. А если меньше шестигранник, то, конечно, и размер сумки тоже будет меньше. Если шестигранник больше, то, конечно, и размер вашей сумки будет больше. Можно сделать даже таким методом и косметички, и коврики. И вот эти детальки, еще раз покажу вам. 1, 2, 3, 4. Но здесь я его не доделала. То есть вот такие 4 ромбика нам тоже будут нужны. Это тоже деталь выкройки сумки. Вот она у меня получается. Итак, все 3 детали сумки. Первая деталь, вторая деталь, выкройки, простите, третья деталь. Все. Я вам показала, как сделать все 3 детали сумки. Выкройки сделала. 43 детальки из джинса. Вот такие большие шестигранники. И 43 детальки из фетра. На заготовочках у меня есть центр. И на большой детальке есть центры каждой стороны. Здесь на фетровые детальки тоже, в принципе, можно это наносить для удобства. Но можно этого и не делать. Доверять своему глазу. Дальше будем работать нитями. Нитями надо вообще работать в цвет, конечно, вашей джинсы. Вот. Если у вас разнообразные кусочки, то выберите ту нить, которая будет менее видна на джинсе. Но я буду работать контрастной нитью, чтобы вам было понятно. Итак, 2 детальки. Беру иголочку с ниточкой. Для помощи себе возьму еще вот такую большую иголку. Прохожу в центр фетровой заготовочки. Дальше прохожу в центр джинсовой заготовочки. Вот так их соединяю. И еще такой момент. Я буду стараться вот на этой джинсовой стороне все стежки делать в одном месте, чтобы потом мне ее не декорировать. Если у вас это получается, то очень хорошо. Выхожу еще раз с этой стороны. Все, детальки у меня закреплены. Теперь располагаю вот таким образом. Сторона, 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 сторона. Углы, углы, углы. И теперь, посмотрите, вот для чего мы отмечали эти центры на стороне. Я прохожу в одну сторону, подтягиваю ее. Затем прохожу в другую сторону. Иду только по большой детали. Здесь опять прохожу. Не буду, чтобы вам видно было все. Здесь тоже прохожу. Смотрите, я во все центры зашла ниточкой с иголочкой. Теперь это все стягиваю. И получается вот такой как бы цветочек. Все стянула. Можно его подправить, вот так вот разложить. Беру один вот такой треугольничек. Хорошо его складываю. И вот здесь вот пальчиком чувствую границу, где вот этот лепесточек кончается. То есть вот этот рубчик. Нам надо этот рубчик пришить к фетру, чтобы вот так вот лепесточек не двигался. Вот для этого я использую
толстый фетр, потому что когда я сейчас буду его пришивать к фетру, у меня стежки на этой стороне видны не будут. Поэтому и рекомендую брать толстый драп. Либо стараться как-то так делать, чтобы стежки здесь видны не будут, потому что сумка будет без подклада. Но если вдруг вы будете делать сумку на подкладе, вы можете смело делать стежки на этой стороне. Смотрите, я чувствую этот рубчик здесь, вот он у меня прям есть. И вот так вот в фетр просто вхожу иголочкой. Здесь у меня стежков не видно. Здесь стежки могут быть любые, вплоть до наметочных, что я так сейчас и делаю, потому что видны не будут. Дошла до самого конца уголочка, спокойненько перехожу на другую сторону. Отгибаю этот лепесточек на эту сторону. Пальчиком нахожу рубчик, вот он, его прямо видно. И прибиваю его или пришиваю к фетру обычными вот такими стежками. Все, посмотрите смысл. Видите, стоит на месте, никуда не двигается. Итак, из серединки я иду по всем лепесточкам. Прохожу, прибиваю их. И затем делаю другие действия. Посмотрите, все 6 лепесточков у цветочка я пришила к фетру. На этой стороне ниточку у меня не видно, все аккуратненько переворачиваю на лицевую часть, еще раз войду вовнутрь, здесь в одну точечку, с этой точечки выйду, и сейчас я буду делать лепесточки. Берем один лепесточек, вернее заготовочку для него. Делаем сначала вот так вот вниз. Здесь можно так вот пальчиком продавить. Затем вот этот кончик соединяем с верхним. Смотрите, хоп, я его натягиваю. И внутрь у нас прячутся краешки. Вот таким образом это все происходит. Затем надо вот этот кончик, так вот его взять аккуратненько, складочку поддержать и приложить к этому месту, пришить, прикрепить. Для удобства я пользуюсь вот такой иголочкой. Мне так, девочки, проще. Возможно, вам этого не нужно будет. Я делаю вот так вот, подгоняю. То есть держу и сгибаю. Все. Дальше вот это место пришиваю иголочкой, прикрепляю. То, что там немножечко торчит, тоже ничего страшного. Я это все уберу под пуговичку. Вот для этого я взяла пуговички, чтобы видно ничего не было. Пройдусь двумя стежками. И все здесь сделаю в одном месте, чтобы все было аккуратно. Все, один лепесток у меня готов. Вот для этого мы его в этих местах и пришивали, чтобы он четко, аккуратно смотрелся. И посмотрите, делаю розовой нитью, да, но ее совершенно не видно. Вот тоже прелесть этой работы. Итак, иду по кругу, формируя каждый лепесток. Вот такой в итоге симпатичный, красивый цветочек получился. Теперь я закреплю вот эту розовую ниточку, обрежу ее, потому что сейчас мне точно нужна нить другого цвета, чтобы пришить серединку пуговичку, сделать как бы серединочку цветочка. Если не хотите делать пуговичками, или у вас нет красивых пуговичек, то можно также взять пуговичку и просто обтянуть ее тканью, любой тканью. Но, как и говорила, у меня есть вот такие красивые синенькие пуговицы. Поэтому я в серединку просто пришью пуговку. Конец нити я тоже прячу на лицевой стороне. Выведу вот так под пуговку. И намотаю, сделаю узелок. Все, пуговичка держится надежно.
и крепко. Вот такая красивая деталька у меня получилась. Очень симпатичный цветочек. Сделаю 43 штуки таких. Затем я сделаю вот такие ромбики, которые показывала вам ранее. Как делать такие ромбики, сейчас покажу. Здесь тоже все очень просто. Берется кусочек джинсы. Вот. Вырезаем заготовочку. Я сразу сделаю вот так. Лицевыми сторонами друг к другу. Дальше взяла фетровый ромб. Опять прикладываю. Обвожу маркером. Беру ниточку с иголочкой и прошиваю. Оставляю место для выворачивания джинсовой заготовки. Оставляю угол. По-другому ромб не войдет. И еще такой момент. Так как у меня фетр толстый, вдруг вы возьметесь делать тоже из такого фетра, я не буду прошивать четко по начерченной линии. Я отступлю от начерченной линии 3 мм и буду шов делать на расстоянии 3 мм от начерченной линии, чтобы ромб вошел. Фетр толстый, соответственно, надо делать с запасом. Затем детальку выворачиваю, вставляю фетровую заготовочку и зашиваю край. Посмотрите, здесь вот у меня видно, что край зашит уже снаружи. И таких заготовочки надо сделать 4 штуки. Всего 4. Все. Сейчас занимаюсь 43 таких. 4 у меня уже сделаны. И покажу, что дальше. 43 цветочка у меня уже сделаны. И даже соединила их вот в такую ленту. Посмотрите. У меня здесь использованы совершенно разные джинсы. Джинсы в клеточку, светлые. Вот здесь очень толстый джинс. Было сложно работать, но я тоже решила его сюда использовать. Здесь вообще можно использовать любые джинсы. И вот мастера не любят работать со стрейчем, да, стрейч джинсы, потому что тянется и в изделиях плохо смотрится. Вот, в таких работах его вполне уместно применять. И я считаю, это все нормально. Дальше, как я соединяю. Девочки, полностью ручная работа. Здесь нет никаких швейных машин. Беру 2 детальки, складываю лицевыми сторонами вместе. И вот здесь ручками вот так вот по ребрышку пришиваю. Сначала спрячу узелок, чтобы не было видно. Но вот единственная проблема с использованием разного оттенка джинса — надо менять ниточки. Но, честно, я не заморачивалась. Я знаю, что это ручная работа. И если где-то что-то видно, ничего страшного. Потому что все-таки это не штамповка. Но все равно надо, конечно, постараться. Можно делать потайным швом. Кому как удобно. Я делаю самым обычным швом. И сейчас, когда я их распрямлю, вы увидите, что его в принципе не видно. Хорошо зашиваем уголочки, скрепляем между собой. Обязательно делаем здесь узелки. Вот смотрите, видите, я его выпрямляю, его практически здесь не видно. С этой стороны тоже шов не виден. Таким образом я сшиваю гексагоны между собой и делаю 3 детали своей сумки. Первая деталь — это донышко. Я вам его сейчас показывала. Мы с вами пришивали вместе один гексагон. Это полоска, состоящая из 11 вот таких шестигранников. Ну, из 11 цветочков. Это донышко, первая деталь. И 2 детали — это 2 стороны сумочки. Посмотрите, как красиво это смотрится. Это одна сторона, вот из такой джинсы. И вторая сторона вот из таких джинсов. Это все джинсы различной расцветки. Смотрите, как красиво смотрится. И эта деталь состоит из 4 рядов. Первый ряд — это верх. Он состоит из 3 цветочков. 1, 2, 3. Второй ряд состоит из 4 цветочков. Третий ряд состоит из 5 цветочков. 1, 2, 3, 4, 5. И четвертый ряд, самый последний, который будем крепить к донышку, состоит из 4 вот таких цветочков. Смотрите, как красиво все это выглядит. А сейчас мы сошьем все эти 3 части между собой. Для этого нам надо боковинки расположить друг к другу вот так, чтобы 2 нижних яруса смотрели друг на друга. Здесь 4 гексагона и здесь 4 гексагона. Затем между ними
мы вкладываем донышко. Сейчас я иголочку уберу. Это будет выглядеть вот таким образом. С этой стороны у нас остается 3 свободных. Сейчас вам покажу, чтобы видно было. Посмотрите. Первый, второй, третий. Все 3 цветочка свободны. 4 будет наполовину пришит к донышку. С этой стороны то же самое будет сделано и с этой стороны. Первый, второй, третий свободный. 4 будет пришит между сторонами. Вот сейчас я здесь все это прошью. Как пришивать, я вам показывала. Все то же самое. Единственное, что эти гексагоны мы пришиваем по всем 6 сторонам. Все это будет пришито. Донышко сумочки к боковинкам я пришила. Посмотрите, как теперь нам останется только соединить вот это донышко сумки с боковой частью. Для этого нам понадобятся ромбики, которые мы делали из джинса. Сейчас я их расположу, покажу, как пришивать. Для этого пододвину выкройку, беру по ромбику, прикладываю с каждой стороны сумки, не донышко, а сумки сначала. Пришиваю вот здесь и на другой стороне сумки вот так и вот так. Все 4 ромбика я пришила. Все. И теперь самый последний завершающий этап. Надо соединить вот эти части сумки. Смотрите, я ромб пришиваю сюда. Вот, между этих гексагонов. И дальше, девочки, все складывается, смотрите, как пазлы. Этот сюда и вот сюда кверху. Все. Самые обычные пазлы. Очень хорошо, что это все из ткани. Если где-то ошиблись с размером ромбиков, да, у меня вот здесь, посмотрите, как ромб выпирает угол, то так как это у нас ткань, мы можем все подтянуть, припосадить, вытянуть наоборот. То есть все это делается. Итак, девчонки, я сейчас полностью завершаю сумку, делаю ручку, возвращаюсь к вам, и мы поговорим о плюсах и минусах такой сумки. Итог моей работы вы видите на своих экранах. Я довольна своей сумочкой, сделала ручки к ней, но изначально планировала ручки сделать из толстой бельевой веревки. В технике макраме сплести жгут, затем этот жгут окрасить специальной краской для джинс и с помощью этой краски еще придать ручкам оттенки различных джинсов. То есть сделать краску более густой, и у меня бы получился там темный цвет. А потом сделать краску более жидкой, и у меня бы получился светло-голубой цвет. И сам по себе шнур окунать частями. Мне кажется, было бы очень замечательно. Но зашла в свой магазин ткани и увидела вот такие ручки. Они мне здесь подошли по цвету, по размеру, а самое главное, у них была привлекательная цена 160 рублей. Я решила, как всегда, облегчить себе задачу. Но говорю вам точно, если вы сделаете ручки с бельевой веревкой, вот прямо жгут такой хороший, сумка будет смотреться намного оригинальнее. Я пошла более легким путем. Ручки я прикрепила вот в эти крайние гексагоны при помощи хлястиков. Срезала с джинс хлястики и вот сюда между цветочками засунула один конец хлястика. Все плотно пришила. Посмотрите, у меня здесь листочки не убираются, они здесь пришиты. Здесь свободно, а здесь все крепко пришито. Пришивала потайными стежками. Ну, девчонки, правда, очень крепко. Следующий конец хлястика я пришила на изнаночной стороне. Здесь у меня тоже все пришито, изнутри все пришито. И задекорировала срез такими пуговичками, которые делала на своих цветочках. Смотрите. В общем, ручки у меня пришиты намертво. Никуда они у меня не денутся, не оторвутся. И еще хочу что сказать. В оригинале сумка была без подклада. Но, девочки, я поняла, что прошивая все эти гексагоны потайным швом, все-таки это ненадежно. И потом у меня разная расцветка джинсы. И швы были все-таки изнутри видны. Если я делала более крепкий шов, он был виден. В оригинале была сумка однотонная, по-моему, из одного какого-то цвета ткани. Там были использованы одни нитки. Вот там швов практически не было видно. Но все-таки я склоняюсь, знаете, к такой фундаментальности, чтобы было все крепко и надежно.
Поэтому я сделала подклад, потому что подклад дает дополнительную надежность. Гексагоны точно не разойдутся. И, честно говоря, я изнутри их прошивала таким хорошим швом, уже не потайным. Я всю сумку перешивала, потому что, ну, правда, сумка красивая, и я расстроюсь, если с ней что-то произойдет. Тем более эту сумку я буду выставлять на продажу, и мне не нужны никакие нарекания, и я не хочу, чтобы как про мастера про меня говорили плохо. Поэтому, еще поэтому сделала подклад, потому что с подкладом сумки смотрятся лучше, аккуратнее и дороже. Подклад ХБ ткань, вот такая полосатенькая, все плотно, хорошо пришито. Дальше задекорировала вот такой тесьмой, это натуральный лен и цвет тоже льна. Затем вот эти углубления, которые образовались при формировании вот этих цветочков, я здесь закрыла вот такими маленькими рубашечными пуговичками. Ну, посмотрите, смотрится все мило, все симпатично. Вот такая у меня сумочка получилась. Очень я рада. Мне сумка прям нравится. Размер сумки, ширину у меня 40 сантиметров. И высоту она получается 29. Ну, вообще размер прямо самый ходовой. Небольшой, не маленький. Туда карман, кстати, делать я не стала. Ну, чтобы все-таки не утяжелять ее, эту сумку. И я думаю, что сюда войдет самый необходимый женский набор. Это телефон, косметичка, кошелек, влажные салфетки, ну вот, платочек. Ну, может быть, еще что-то войдет, там даже зонтик. Сумка получилась, правда, крепкая. Я швы, девочки, переделала. Но я рада. Донышко у сумки есть. Мне моя работа очень нравится. Выставлю ее на продажу. Я думаю, она понравится многим. И я честно говорю, что появитесь с такой сумочкой где-то в обществе, и точно на вас будут все смотреть, и людям будет интересно. Но на этом точно все. Хочу с вами попрощаться, пожелать вам удачи, здоровья, крепкого, хорошего лета и всего самого наилучшего. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Если не понравилось, конечно, ставьте дизлайк, но не будьте равнодушны к моему каналу. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И когда я делала, девчонки, эту сумку, скажу по секрету, у меня столько идей возникло с этими гексагонами. Прям ручки чешутся. Пока-пока. До встречи на моем канале.